Сегодня приготовим нежный воздушный шоколадный мусс, который будет таять во рту, как снежинка. Готовится легко и быстро, стоит недорого, а получается очень-очень вкусно. Всем привет! Ну и для начала берем желатин, и его нужно залить теплой водой. Затем желатин с водой хорошо размешиваем и отставляем в сторонку, пускай он набухает. Ну а подробный рецепт с пропорциями смотрите, как всегда, в описании под видео. Затем возьмем самый основной продукт, это ряженка. У меня сегодня вот такая, но вы можете взять любую, которая вам больше нравится. И все, что есть в бутылке, отправляем в глубокую подходящую посуду. К ряженке нужно добавить какао, а сколько его добавлять будет зависеть от его качества. Если оно более темное, добавлять нужно меньше, если оно более светлое, добавлять нужно будет больше. Дальше в эту тарелку нужно добавить натуральный мед. У меня сегодня вот такой вот покупной, но если вы мед не любите или у вас его нет, его смело можно заменить на сахар. Далее берем либо миксер, либо блендер с насадкой венчик, либо вот такой, как у меня, погружной. И все очень хорошо взбиваем. Почему я использую вот такой вот погружной? Потому что ваш десерт после него будет более воздушным и нежным. Ну вот как-то так у вас должно будет все получиться. Затем нам понадобится примерно 50 грамм любого шоколада, который вам больше всего нравится. И натираем его на мелкой терке. Весь натертый шоколад отправляем в тарелку к ряженке. И его нужно будет просто вмешать. Его не нужно взбивать. Совсем блендер чуть-чуть, так, чтобы шоколад у вас в массе остался крупинками. Затем в эту массу нужно будет отправить желатин, который хорошо растворился. Если он у вас застыл, его нужно разогреть либо на водяной бане, либо в микроволновке. И после того, как вы добавили желатин, еще раз хорошо все перемешиваем, примерно секунд 10. Затем берем формочки подходящих размеров. Я на дно этих формочек еще решил добавить несколько долек мандарина. Конечно же, мандарин добавлять не обязательно, но так как это новогодний зимний десерт, я его немножко добавил. Ну а затем заполняем формочки вот этой шоколадной жидкостью. Затем отправляем все в холодильник до полного застывания, примерно минут 20-30, и все будет готово. Ну а перед подачей все можно будет украсить любым удобным для вас способом. Я сделал вот как-то так. Ну а дальше все можно смело подавать даже гостям. Десерт получается очень необычный, воздушный, нежный. Такой десерт полюбится всем, и взрослым, и детям, и даже тем, кто следит за своей фигурой. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также посмотрите еще один очень вкусный десерт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!